Здравствуйте, уважаемые слушатели! В этом видео предлагаем вопросы и ответы из популярной книги знаменитого профессора Сулейман Ипичи. Эти вопросы часто задают ему пациенты. Профессор Сулейман Ипичи, доктор медицины, врач, специализирующийся в сфере сахарного диабета, автор многих книг и много научных трудов. Так что слушаем вопросы и потом ответы. Как питаться при повышенном сахарном диабете, что кушать? Что можно есть, кушать без ограничений при сахарном диабете? Какие продукты можно есть, кушать при сахарном диабете? Как правильный рацион при диабете помогает? Самый безопасный заменитель сахара. Как называется сахар для диабетиков? Какие продукты выводят лишний сахар из организма? Что нужно исключить из рациона при сахарном диабете? Что можно диабетикам из сладкого? Можно ли диабетикам есть мед? Что такое гликемический индекс для диабетиков и таблица полезных продуктов? Как контролировать сахар в крови? Как контролировать сахар в крови? Контроль уровня сахара в крови является важной частью управления сахарным диабетом и поддержания общего здоровья. Вот несколько методов и стратегий для эффективного контроля сахара в крови. Регулярный мониторинг. Используйте глюкометр для измерения уровня сахара в крови в соответствии с рекомендациями врача. Частота может варьироваться в зависимости от типа диабета, стадии заболевания и лечебной тактики. Контроль уровня сахара в крови является важной частью управления сахарным диабетом и поддержания общего здоровья. Вот несколько методов и стратегий для эффективного контроля сахара в крови. Регулярный мониторинг. Используйте глюкометр для измерения уровня сахара в крови в соответствии с рекомендациями врача. Частота может варьироваться в зависимости от типа диабета, стадии заболевания и лечебной тактики. Запись результатов. Ведите журнал уровня сахара в крови, в который включайте результаты измерений, диету, физическую активность и принимаемые лекарства. Это поможет вам и вашему врачу анализировать показатели и корректировать лечение при необходимости. Сбалансированное питание. Планируйте рацион с учетом содержания углеводов, белков и жиров. Регулярное и сбалансированное питание способствует более стабильному уровню сахара в крови. Ограничение потребления сахара и быстрых углеводов. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов, таких как сладости, газированные напитки, белый хлеб и пирожные. Поддержание здорового веса, сбалансированный рацион и физическая активность помогут поддерживать здоровый вес, что также способствует управлению сахарным диабетом. Регулярные приемы пищи. Разделяйте приемы пищи на несколько небольших порций в течение дня, чтобы уровень сахара в крови оставался стабильным. Принятие лекарств. Принимайте лекарства в соответствии с рекомендациями врача. Это может включать инсулин или другие препараты, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Регулярные медицинские обследования. Посещайте врача-эндокринолога регулярно для контроля и коррекции лечения. Каждый человек с диабетом может иметь индивидуальные особенности и потребности, поэтому важно индивидуализировать план управления сахарным диабетом совместно с медицинскими специалистами. Как питаться при повышенном сахарном диабете, что кушать? При повышенном уровне сахара в крови важно придерживаться балансированной и здоровой диеты. Вот несколько рекомендаций. Овощи и фрукты. Ограничьте потребление фруктов с высоким содержанием сахара, таких как бананы, виноград и манго. Белки. Включайте в рацион пищи белки низкого содержания жира, такие как курица, рыба, тофу, бобы и яйца. Полезные жиры. Предпочитайте ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и семена. Ограничение сахара и сладких продуктов. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара, сладких напитков, сладостей и выпечки. Используйте натуральные сладкие добавки, такие как стевия или мед, вместо обычного сахара. Маленькие приемы пищи. Разделяйте ежедневное потребление пищи на несколько небольших приемов пищи в течение дня. Физическая активность. Совмещайте здоровое питание с регулярной физической активностью для поддержания нормального уровня сахара в крови. Что можно есть, кушать без ограничений при сахарном диабете? При сахарном диабете важно придерживаться здорового и сбалансированного рациона питания. Хотя некоторые продукты можно употреблять без значительных ограничений, всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом, чтобы разработать наилучший план питания в соответствии с индивидуальными потребностями. Вот несколько продуктов, которые часто включают в рацион диабетиков. Овощи. Большинство овощей, особенно те, что богаты клетчаткой, могут быть употреблены без ограничений. Это включает в себя брокколи, шпинат, капусту, помидоры, огурцы, зеленый перец, а также зелень. Ягоды.
Низкокалорийные ягоды, такие как клубника, черника, малина и черная смородина, могут быть частью рациона. Орехи и семена. Орехи, такие как миндаль, грецкий орех, арахис, а также семена чиа и льна, предоставляют полезные жиры, белки и витамины. Белки. Курица, индейка, рыба, творог, яйца, тофу и другие белковые продукты могут быть употреблены в разумных количествах. Магазинные продукты для диабетиков. Существует ряд продуктов, разработанных специально для людей с диабетом, таких как низкосахарные продукты, сахарозаменители и продукты с уменьшенным содержанием углеводов. Масло и жиры. Оливковое масло, авокадо, ореховое масло. Эти здоровые жиры могут быть включены в рацион с осторожностью, учитывая общее потребление калорий. Цельнозерновые продукты. Овсянка, коричневый рис, ячмень, гречка, они содержат клетчатку и полезные углеводы. Специи и травы. Используйте специи и травы для добавления вкуса пищи без необходимости добавления соли или сахара. Напитки без сахара. Вода, чай и кофе без сахара – отличные варианты напитков. Зеленый чай. Его антиоксиданты могут быть полезны для здоровья. Помните, что важно следить за порциями и учитывать индивидуальные особенности организма. Самый безопасный заменитель сахара. Как называется сахар для диабетиков? Сахар для диабетиков, предназначенный для замены обычного сахара и обеспечения безопасного уровня глюкозы в крови, обычно называется заменитель сахара или сладкий подсластитель. Это могут быть различные вещества, такие как стевия, эритритол, сукралоза, ксилит, аспартам и другие. Промышленные продукты, разработанные специально для диабетиков, могут также содержать эти заменители сахара. Они обычно помечены как для диабетиков или с низким содержанием сахара. Важно учитывать, что, несмотря на то, что эти продукты могут быть более безопасными для диабетиков, они все равно должны употребляться с умеренностью. Существует несколько безопасных заменителей сахара, которые могут быть использованы диабетиками. Однако важно помнить, что индивидуальная реакция на заменители сахара может различаться, и консультация с врачом или диетологом рекомендуется для выбора наилучшего варианта. Некоторые из популярных заменителей сахара включают стевия. Экстракт стевии получается из листьев растения стевия. Он является нулевокалорийным и имеет нулевой гликемический индекс, что делает его хорошим выбором для диабетиков. Эритритол. Эритритол – это алкогольный сахар, который содержится в некоторых фруктах. Он имеет низкий гликемический индекс и не повышает уровень сахара в крови. Ксилит. Ксилит – еще один алкогольный сахар, который можно использовать в качестве заменителя сахара. Он также имеет низкий гликемический индекс. Сукралоза. Сукралоза – искусственный низкокалорийный подсластитель, который обычно используется в продуктах с нулевым содержанием сахара. Аспартам. Аспартам – еще один искусственный подсластитель с низким содержанием калорий, который используется в некоторых продуктах. Мангфруктоза. Луоханго. Этот природный подсластитель получается из плодов растения луоханго. Он имеет низкий гликемический индекс и высокую сладость. Инулин. Инулин – это растворимое волокно, которое можно использовать в качестве подсластителя. Важно отметить, что в некоторых случаях даже безопасные заменители сахара должны использоваться с осторожностью, и необходимо учитывать индивидуальные особенности здоровья. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для выбора наилучшего заменителя сахара и определения оптимальных доз. Что можно диабетикам из сладкого? Для диабетиков важно контролировать употребление сладких продуктов, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Однако существуют некоторые альтернативы и продукты, которые можно включать в рацион с осторожностью. Вот несколько вариантов: фрукты с низким содержанием сахара, ягоды, клубника, черника, малина, клубничные и яблочные дольки, арбуз и дыня в умеренных количествах, сладкие фрукты, ананас, персики, груши, яблоки в умеренных количествах. Фрукты можно комбинировать с белками или клетчаткой для более стабильного воздействия на уровень сахара в крови. Заменители сахара: стевия – натуральный подсластитель с низким гликемическим индексом. Эритритол – алкогольный сахар с низким содержанием калорий и низким гликемическим индексом. Сукралоза – искусственный подсластитель с низким содержанием калорий. Темный шоколад с высоким содержанием какао, без добавленного сахара. Употребляйте в небольших количествах. Мед можно использовать в умеренных количествах как натуральный подсластитель. Предпочтительно выбирать мед с низким содержанием глюкозы.
Сахарозаменители для выпечки. Используйте сахарозаменители вместо обычного сахара при приготовлении десертов. Лакрица с низким содержанием сахара. Лакрица, произведенная с использованием заменителей сахара, может быть безопасной для диабетиков. Важно помнить, что даже с безопасными сладкими продуктами следует следить за порциями и учитывать их в общем рационе. Можно ли диабетикам употреблять мед? Да. Диабетикам обычно можно употреблять мед в умеренных количествах, но это следует делать с осторожностью и в соответствии с индивидуальными особенностями организма. Важно учитывать, что мед содержит сахары, в том числе глюкозу и фруктозу, которые могут повлиять на уровень сахара в крови. Несмотря на содержание естественных сахаров, мед также обладает некоторыми полезными свойствами, такими как антиоксиданты и антимикробные свойства. Кроме того, мед содержит некоторые полезные питательные вещества, такие как витамины и минералы. Некоторые советы по употреблению меда для диабетиков. Соблюдение умеренности. Употребляйте мед в умеренных количествах. Мед все равно является источником углеводов, и его избыточное потребление может повлиять на уровень глюкозы в крови. Учет углеводов. Включите употребление меда в общий учет углеводов на день. Может потребоваться адаптировать остальной рацион в зависимости от количества углеводов в меде. Выбор качественного меда. Предпочитайте натуральный мед, который может содержать больше полезных веществ по сравнению с обработанными вариантами. Употребление в сочетании с белками и клетчаткой. Комбинируйте мед с белками или клетчаткой, чтобы уменьшить воздействие на уровень сахара в крови. Обратите внимание на реакцию организма. Каждый человек реагирует на продукты по-разному. Если у вас есть сомнения относительно употребления меда, обсудите это с вашим врачом или диетологом. Прежде чем внести изменения в рацион питания, важно получить индивидуализированные рекомендации от медицинского специалиста, учитывая общее состояние здоровья и характеристики заболевания. Что нужно исключить из рациона при сахарном диабете? При сахарном диабете важно избегать продуктов, которые могут значительно повысить уровень сахара в крови. Вот несколько категорий продуктов и конкретных пищевых элементов, которые рекомендуется ограничивать или исключать из рациона при сахарном диабете. Простые углеводы и сахаросодержащие продукты. Белый хлеб, булочки, багеты. Сладости, печенье, торты, пирожные, мороженое. Сладкие газированные напитки и соки с высоким содержанием сахара. Фастфуд и высококалорийные закуски. Фри-чипсы, картошка фри, жареные продукты с высоким содержанием жира и углеводов. Высокожировые продукты. Быстрые углеводы и насыщенные жиры, такие как фастфуд, жирные мясные блюда, копчености, картошка фри. Продукты с высоким содержанием сахара и сиропов. Сиропы, мед, джемы с высоким содержанием сахара. Некоторые фрукты с высоким содержанием сахара, такие как виноград, бананы, манго. Высококалорийные напитки. Сладкие газированные напитки. Соки с высоким содержанием сахара. Белый рис и продукты из белой муки. Белый рис, белая мука, белые макароны. Алкоголь. Употребление алкоголя должно быть ограничено, так как он может повлиять на уровень сахара в крови. Скрытый сахара. Внимательно читайте состав продуктов, так как многие готовые блюда и продукты могут содержать скрытые сахара. Высококалорийные и жирные молочные продукты. Полные молочные продукты с высоким содержанием жира, быстрые углеводы, белый картофель и продукты из него, кукурузные хлопья и другие завтраки с высоким содержанием сахара. Вместо вышеперечисленных продуктов рекомендуется употреблять продукты с низким гликемическим индексом, богатые клетчаткой, витаминами и минералами. Важно поддерживать сбалансированный рацион и следить за порциями. Консультация с врачом или диетологом поможет разработать оптимальный план питания для конкретного случая. Что такое гликемический индекс для диабетиков и таблица полезных продуктов? Посмотрите, пожалуйста, внимательно таблицу гликемического индекса. Гликемический индекс, ГИ, это числовая шкала, которая измеряет, насколько быстро углеводы из пищи повышают уровень глюкозы в крови после их употребления. Гликемический индекс полезен для людей с диабетом, так как помогает оценить, какие продукты могут влиять на уровень сахара в крови. Принцип работы гликемического индекса следующий. Высокий ГИ. Продукты с высоким ГИ быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это может быть проблематично для людей с диабетом, поскольку острый скачок уровня сахара требует более активной реакции организма и может привести к более высоким значениям глюкозы после еды. Средний и низкий ГИ. Продукты с более низким ГИ постепенно и равномерно повышают уровень глюкозы в крови.
Это может помочь поддерживать более стабильный уровень сахара в течение времени. Примеры продуктов с разным ГИ: высокий ГИ 70 и выше, белый хлеб, картошка, сладости, попкорн. Средний ГИ 56-69, кукурузные хлопья, рисовые хлопья, бананы, соки. Низкий ГИ 55 и ниже, овсянка, яблоки, орехи, бобы, цельнозерновые продукты. Для людей с диабетом рекомендуется учитывать ГИ продуктов при планировании рациона питания. Оптимальный подход – включать в рацион продукты с низким и средним ГИ, контролировать порции и сочетать углеводы с белками и клетчаткой, чтобы сгладить воздействие на уровень сахара в крови. Спасибо всем, кто досмотрел этот видео до конца. Подписываемся на канал, жмем колокольчик и комментируем.